Приветствую всех, кто зашел. Многие, кому наскучил звук транзисторного тракта, мечтают оживить его с помощью лампового буфера. Дает ли ламповый буфер то, чего не хватает? Это философский вопрос. Я буду говорить только за этот буфер на китайских пентодах 6К4, которые можно заменить на советские лампы 6G1P. Я это пробовал. Звук на штатных китайских лампах мне понравился. Оцифровки звука на разных лампах имеются. На базе этого буфера я попробовал еще триодные лампы 6CN23P. Ее просто так не воткнешь, для этого я временно менял схему. Но после прослушивания и замеров решил упрятать все в коробочку и так и остался на этих лампах. Расскажу почему. Все эти лампы могут работать при малом анодном напряжении, которое получается из 12 вольт с помощью DC-DC конвертера. Когда используются пентоды, питающие напряжение под нагрузкой около 68 вольт. На анодах, конечно, меньше. Китайские и советские пентоды работают на начальном нелинейном участке вольт-амперной характеристики. У 6N23P другая форма нелинейного участка, и под нагрузкой она меньше, чем пентоды просаживает источник питания. Поэтому оно держится на 80 вольтах. Это для лампы уже лучше. Итак, лампы не бутафорские, они работают, правда этот красный свет не от них. Собственного накала у штатных ламп не видно, поэтому поставили светодиоды под лампу. У буфера есть темброблок и ручка громкости. Обычно я сначала смотрю параметры устройства, убеждаюсь, что все исправно на столе, аж потом подключаю к системе. Подсоединил к компьютеру, даю 1 кГц, что сразу бросается в глаза. Довольно большой THD или коэффициент нелинейных искажений, который зависит от громкости входного сигнала или от поворота ручки громкости на буфере. Даже при не самой большой громкости THD может доходить до 0,2-0,3%, а иногда и больше. Лампа 6G1P в этом смысле просто чемпион, сами смотрите. Если еще прибавлять громкость будет столько, что лучше об этом не знать. Меньше знаешь, крепче спишь. Так что запись в паспорте 0,3 – это цифры условные. Теперь АЧХ посмотрим. Ровная линия, когда ручки тембров в таком положении. А такая картина АЧХ получается, если ручки тембров в крайних положениях. Тут все нормально. Хотя по мне лучше бы, если диапазон тембров по низким частотам был бы меньше, чтобы симметрия была с высокими. Жаль, на передней панели нет шкалы, нет рисок для наглядности. Теперь посмотрим, что внутри. Темброблок на микросхемах NE5532, который легко можно заменять, если очень хочется. Все прилично выглядит. Ладно, соберу и подключим. Начал я с подключения проигрывателя, и тут облом. Сильно фонит. Хотя мы только что смотрели в программе, там не было ни намека на фон. У меня есть подозрение, от чего это, но пока подключу CD-проигрыватель. При подключении CD фона нет абсолютно. Пробую сигнал через коаксиал мимо буфера. Вот сейчас звук идет с тюльпанов на буфер, а сейчас через коаксиал напрямую в ресивер. Выяснил, что было с винилом. Теперь сделаю оцифровки с винила Clean Bandit и CD-дисков Dire Straits и Leonard Cohen. Как я и предполагал, замена блока питания на трансформаторный убрала фон. Оказалось, штатный импульсный блок питания не дает фона при подключении к CD и к MM-корректору. MC-глава также отлично работает при подключении через повышающий трансформатор. Но у меня сигнал от MC-главы идет на MM-корректор через усилитель, а он требует более качественного питания. Любой импульсный, а перепробовал я много, при подключении к буферу дает через общую землю грязь на вход MC-усилителя. С трансформаторным блоком питания такого нет. Вот так это выглядело, когда пробовал подключать проигрыватель. Я записал шум в паузе, когда было питание от импульсного блока. Выделю участок, усиливаю его на 50 дБ. Вот такой клиппинг. Чтобы не было так страшно, вернусь усилию настолько, сколько дает программа. Дает она на 34 дБ. Теперь поменял источник питания на трансформаторный. Выделил на записи участок, усилил. Программа позволяет усилить на все 50 дБ. И такая идеальная картинка получается при максимальном усилении. По секрету скажу, это столько же или даже чуть меньше, чем когда звук идет через повышающий трансформатор. Расскажу, как я сравнивал звук. Чтобы ни себя, ни других не обманывать, важно выровнять громкость записанных оцифровок. Если один трек громче другого, смысла сравнивать нет. Большинство слушателей выбирает трек, который громче. Привести треки к одному уровню не всегда просто. В Audacity для этого мало инструментов. Я смотрю в изотопе. Трек Леонарда Коэна CD-диска имеет вот такую ровную по амплитуде форму.
А вот такая форма сигнала получилась после буфера со штатными лампами. Обратите внимание, как изменилась форма сигнала. Уже не так ровно. Это привнесла лампа 6К4, плюс еще есть небольшое отличие из-за того, что схема проинвертировала фазу. А вот так еще больше изменила форму сигнала 6G1P. Схема на лампе 6N23P форму не изменила. Постарался, насколько мог, выровнять громкости с учетом таких отличий. Я ориентируюсь на цифры RMS и LUFS в этой табличке и смотрю на форму сигнала. Кстати, можете скачать оцифровки в формате WAV по ссылке и послушать сами. Я прослушивал через мониторные наушники Bayer, и в них слышно все. На акустике сравнивать тяжелее. Есть такой плеер Fubar, и в нем специальный плагин для слепого прослушивания. Сравниваю сейчас два подготовленных файла CD-диска Коина. Один записан через буфер с лампой 6К4, другой в режиме Direct, напрямую с выхода проигрывателя. Ожидаю, что файл, записанный с буфером, может звучать лучше. Вот он у нас стоит в первой строке, поэтому программа назовет его буквой А. На второй строке файл мимо буфера в режиме Direct, и он будет под буквой Б. Прослушивание проходит минимум 8 шагов, программа будет мне подсовывать треки то под X, то под Y. Я заранее нашел характерный фрагмент, по которому что-то слышно. Предполагаю, что Y это был А. Нажимаю. Следующий шаг. Снова Y это А. Следующий шаг. Теперь X это А, ну и так далее. Теперь статистика. 8 из 8 в пользу буфера. Скажу, что я оценивал здесь только прибавку в тембре голоса. Низкий голос Коина становится будто еще ниже. Если вы не заметите, не переживайте. Просто мне надо было при записи прибавить ручкой громкости на буфере уровень нелинейных искажений, одновременно уменьшив чувствительность звуковой карты, конечно. Тогда бы заметили. После этого я провел серию прослушивания еще двух треков Dire Straits и Clean Bandit с разными лампами в комбинации друг против друга и против режима Direct. Сначала скажу про лампу 6G1P. Она показала на замере в разы больше коэффициент искажения, чем 6К4. При некоторых комбинациях уровень искажений мог переваливать и за процент. Понятно, почему эта лампа больше повлияла и на форму сигнала, и на тембр голоса Коина. Еще больше звука, как говорится, в чем можно убедиться по оцифровкам. Так что, буфер работает? Конечно. Правда, меня смущает такая лобовая трактовка лампового звука, который показывает изготовитель этого буфера. Все зависит от уровня искажений, и пользователь может устанавливать уровень, так сказать, ламповости либо ручкой громкости, либо заменой лампы. И меру тут никто не устанавливает. Лично я продолжаю надеяться, что с ламповым звуком можно обойтись как-то гуманнее. Клиент, конечно, всегда прав, но, по крайней мере, с 6G1P этот буфер Hi-Fi не назовешь. А вообще наблюдения такие. На треках, где не было уникального вокала с низким голосом, лампы мало что дали. Подчеркну, так при моих настройках ручки громкости. В тесте с Dire Straits ни одна лампа не дала преимуществ перед Direct. В тесте с пластинки Clean Bandit лампа 6N23P оказалась интереснее, чем Direct. Я в тестах всегда ее узнавал в 5-6 случаях из 7. Это была богатая на звуки запись 45-й скоростью. И на этой записи, кстати, был заметен не очень чистый звук с лампой 6G1P. Я сделал даже отдельное сравнение ее с 6К4 на частоту звука, а не на тембр. В этом сравнении она проиграла ей со счетом 1:7. Я бы лучше рассчитывал на китайские лампы 6К4. Это хороший вариант, если не увлекаться ручкой громкости. Хотя можно и увлекаться, если нравится. Еще мне не очень понравилось, что из-за разброса параметров 6G1P пришлось ее подбирать. В то же время 6N23P подошли буквально первые попавшиеся. Схема на них показывает на порядке меньше искажений, которые не зависят от положения ручки громкости. У нее чище звук, и это заметно. В тесте с Коином она мне понравилась больше других ламп, я ее отличал уверенно. Какой-то особой ламповости она, может, и мало дает, зато звук тембр-блока она не портит точно. Добавить, если можно так сказать, немного ламповости, можно не отходя от буфера, эквализации, просто чуть прибавив тембра. Светодиодов теперь не видно, лампа приятно светит по-настоящему.
На мой взгляд, если делать ламповый буфер, лучше давать лампе то напряжение, которое ей больше подходит, а цифры THD ограничивать в разумных пределах. В целом это устройство как буфер даже в штатном варианте работает неплохо, звук интересный и как темброблок нормальный. Но у всех разные представления о прекрасном, поэтому для меня это устройство стало конструктором. Есть, конечно, недостатки. Я бы предпочел видеть на передней панели шкалу в децибелах. Провод питания нормальной длины, а не такой короткий для галочки. Блок питания лучше бы трансформаторный. И хорошо бы коэффициент гармоник все-таки ограничивать сверху приличными цифрами. Можно продолжать мечтать об идеальном устройстве, а пока вполне можно пользоваться и этим. Варианты лучше наверняка есть, но за другие деньги. Слушайте, пишите в комментариях ваши впечатления. На этом все. Всем пока.